Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня предлагаю связать такие весенние следочки с красивыми цветочками. Цветочки, как вязать, мы знаем. Видео мастер-класс у меня уже вышел, он есть. А сегодня предлагаю посмотреть, как вяжутся такие интересные следочки. Таким вот узорчиком. Цветочки можно вообще, да, вот так вот провязать. Тоже будет интересно. Вот такой симпатичный узорчик, как плетеночка. Мы таким узором вязали как-то кофточку. А сегодня я решила его еще разочек применить, потому что узорчик достоин того, чтобы с него что-то вязать симпатично. И вяжется очень интересно, и просто, и быстро. Вот. Поэтому решила связать еще такие следочки. Такая тема фиалковая. Сверху цветочки пришьем, и будет вот такая красота. Предлагаю посмотреть и связать. Смотрите, такой симпатичный узор. Мы с вами его вязали уже, такая плетеночка, да? Предлагаю связать вот такой интересный узор в следочках. Потом мы с вами украсим цветочками, такими, например, да, фиалочками. И будет у нас красота. Что для этого нужно? Нужно набрать 12 столбиков, потом в каждом рядочке провязать по 2, увеличить до 24 и до 48. То есть мы с вами в круг, вот в такой круг, набираем воздушные петли. Это у нас один столбик, второй столбик. Подтягиваем ниточку. Мы набираем 12 столбиков с одним накидом в первом ряду. Во втором провязываем в каждый столбик по 2. У нас получается 24 столбика. И в третьем рядочке мы провязываем опять каждый столбик по 2. И у нас получается 48. Вот так вот. В первом 12, 24 и 48 столбиков. И распределяем на вот такой симпатичный узорчик плетеночка. Набрали 12, затягиваем, присоединяемся в самую нашу первую петельку. Вот. И теперь задача просто-напросто 3 воздушные петли провязать в каждом столбике по 2. Во втором ряду и в третьем. Каждый столбик провязывается по 2 раза. Считаем столбики. У нас должно получиться в третьем ряду 48. Раппорт узора 8 петелечек. Если нога пообъемнее, тогда набираем еще, допустим, может быть 8 или еще плюс 16. Можно связать, допустим, не 3 рядочка, а 4, равномерно прибавляя столбики. Вот такую основу я провязала. 3 рядочка, 48 столбиков у меня получилось. Если нужно больше, прибавляем равномерно больше. Можно еще один рядочек провязать, допустим, да? Вот, и начинаем вязать узор. Узор таким образом. 1, 2, 3, 4 столбика провязали. Пропустили 1, 2 столбика, в третий столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петельки. Опять провязываем 1 столбик, 2, 3, а один уже у нас есть. 2 столбика пропускаем. В третий столбик без накида. 1, 2, 3. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Пропускаем 2 в третий столбик без накида. Вот таким образом нам нужно провязать весь наш первый круг. Первый ряд довязываем. У меня получилось 8 вот таких вот узорчиков. 8. Присоединяемся. Вот.
получаем вот такую готовую работу. Теперь для того, чтобы узор получился, поворачиваем на изнаночную сторону. И вот наши столбики нам нужно перейти на второй ряд и на любой следующий. Вот. Мы должны оказаться возле воздушной вот этих арочки, возле воздушных петелек. Мы делаем 3 воздушные петли подъема и за арочку провязываем 1, 2, 3 столбика. Провязали, присоединяемся, опять вот у нас где воздушные петельки, вот так, соединительным столбиком. И опять 1, 2, 3 за цепочку вот эту воздушную вяжем 1, 2, 3 и присоединяемся там, где у нас вот цепочка эта. И опять повторяем 1, 2, 3. 3 столбика. 1, 2, 3. И присоединяемся. Вот. И получается у нас вот такая вот плетеночка. Провязали ряд до конца. Обязательно посчитайте наши узорчики. Хорошо считайте. Вот их видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В моем случае 8, может быть их и больше, и 10. Вот, провязали. Смотрите, присоединяемся вот в это место, с которого мы начинали. Можно поставить маркер, если вы боитесь запутаться. Вот, в это же самое место. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. И опять, для того, чтобы начать новый ряд с соединительными столбиками, мы переходим. Вот, мы перешли. Вязание у нас все одинаковое со всех сторон. Опять перешли вот к воздушной арочке. С нее опять начинаем вязание. 3 воздушные петли и 3 столбика. Вязание абсолютно одинаковое. Принцип вязания абсолютно одинаков. Сложно запутаться. Но вот нужно переходить каждый раз. И опять вот наша арочка, соединительный столбик. И вот наша плетеночка. Таким образом красиво складывается. Вот такое вот вязание получается. Вот, в общем-то, и все. Вяжем на одной стороне, переворачиваем, вяжем на второй стороне. Вязание абсолютно одинаковое. Смотрим с самого начала. Если что-то я быстро провязала, можно всегда поставить видео на медленный просмотр. Принцип вязания одинаков для всех рядов. Присоединились и опять начинаем. 1, 2, 3. 3 столбика. Вяжем до пяточки. До пяточки. Потом будем вязать не по кругу, но точно таким же узорчиком. Вот. Продолжим вязание таким же узорчиком. Нашу пяточку. Пока вяжем на длину нашей ножки, всегда можно измерить по носку. Если вы вяжете не на себя, либо делаете замер по своей ножке. Вяжем плетеночку. Она вяжется красиво, быстро, интересно. После того, как провязали практически весь рядок, дошли до пяточки, осталось только пяточку связать. Надо связать поворотными рядами туда и обратно, уже не по кругу. Да? Я оставила вот один такой узорчик. Теперь я буду вязать 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 зубчиков. 6. Впереди мы место оставим. Мы его не вяжем. То есть, смотрите, круг провязала, еще когда по кругу вязала, и один рядочек, вот он, я вяжу, 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 и не довязала 1 и 2 узорчика. Вот на этом месте мы останавливаемся и идем в обратную сторону. А в обратную сторону идем точно так же, как мы и по кругу вяжем. Просто мы в круг не замыкаем. Также соединительными столбиками переходим. И наша задача провязать всего-навсего 6 зубчиков туда и обратно на длину пяточки. То есть это у каждого своя будет длина. Вот. Но узор продолжаем. Вяжем точно так же, как мы с вами его и вязали все время.
И считаем зубчики. У нас их должно быть 6. Доходим до вот этого момента, поворачиваем в обратную сторону. И вот вяжем, обязательно считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязываем, смотрите, воздушные петли, 2 столбика. Последний столбик вяжем вот сюда, не за арочку, а вот за это место, чтобы вязание такое было более выровненное. Теперь поворачиваем. Вот у нас в центре узорчик остается. И еще один, и еще один. Вот все. Поворачиваем и вяжем все точно так же, как мы с вами и вязали. Переходим. И вяжем. Обязательно считаем зубчики, чтобы они не уменьшались, потому что здесь такое вязание. Внимательно надо смотреть. Вот. И переходим. Такие зубчики у нас должны остаться. Мы их потом, уже когда свяжем всю пяточку, будем сшивать. А зубчики пусть остаются. Считайте, вот у нас первый зубчик и так далее. 6 должно быть всего, не меньше. Если у вас больше набрано, то соответственно больше. Вот я провязала 8 рядочков узором прямым. Обязательно считаем наши узорчики, 6 штук. Складываем на изнаночную сторону. И вот эти зубчики мы сшиваем. То, что они неровные, ничего страшного в этом нет. Мы их сшиваем, как они у нас. Так, сейчас я, как они у нас есть. Разворачиваем и полностью столбик в столбик прошиваем. Прошиваем. Потом на следующий покажу. Вот такой шов получился у меня. Прошила туда и обратно, вывернула. Вот он, шовчик. И один ряд полустолбики, вот они, обвязала. Можно повыше, тут уже на ваше усмотрение. И получается достаточно интересный, симпатичный такой следочек. Таким вот узорчиком симпатичным. Мне очень нравится. И предлагаю украсить еще цветочками. Цветочки мы уже с вами вязали. Как они вяжутся, вы знаете. Видео есть. Предлагаю посмотреть и связать такую красоту. И еще одни следочки. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будем вязать красоту вместе.